Итак, вторая часть рисования волнистых волос. Сейчас мы поработаем вот этой кисточкой. Нарисуем волоски, которые выходят за пределы нашей прически. Они добавят еще у нас реалистичности. Прорисуем локоны. Затем поработаем ластиком. И поработаем еще более мелкой кисточкой, для того, чтобы еще более мелко уточнить и придать реалистичности нашему рисунку.
постепенно волосы на нашем рисунке перестают быть такими размытыми и становятся все более отчетливыми, все более понятными. Прорисовываем все локоны. Надо бы заметить еще такой нюанс, что мы идем от крупного к более мелкому, то есть получается, видим это так, мы идем от размытых локонов к более прорисованным локонам. И между ними есть еще какие-то промежуточные стадии. Возможно, покажется, что работа долгая, но если выполнять каждый этап строго, полностью, ничего не пропуская, значит, вы все делаете правильно, значит, это все не так уж и медленно. Медленно получается, когда приходится исправлять ошибки. Если мы на каком-то из этапов не проработаем на все 100%, то на следующих этапах, возможно, через один или через два, это обязательно аукнется. И придется потом делать двойную работу, отвлекаясь и на тот, и на другой этапы. И, соответственно, каждый из них выполняя не так качественно, как если бы вы выполняли их каждый по отдельности. Смотрите, как оживает наша прическа, когда появляются вот эти вот волоски. Отдельные маленькие локоны, выходящие из их грани нашего основного объекта. Картинка сразу оживает. Уже хорошо смотрится. Сейчас еще добавим пластик. Высветлим какие-то отдельные волоски. У нас на них появятся блики. То есть, другими словами, блеск. Это сразу придает реалистичность и живость изображению. Смотрите, как пластик работает красиво. Обратите внимание, когда я работаю ластиком, я стараюсь проводить такой же длины прямую, как сам локон, на котором я рисую ластиком. То есть, если это участок с каким-то длинным волосом, то я и движения все делаю такие же длинные, чтобы у меня мои черточки, которые оставляет резинка, не были состыкованными, а были целыми, длинными.
И в конце, когда я отрываю, они у меня получаются более утонченные, чем в начале. Это очень сильно работает, очень сильно подчеркивает рост волос, то есть направление роста волос и принадлежность каждого штриха к своему локону. Когда я работаю ластиком, я практически не опираюсь на бумагу, на портрет. Руку держу на весу. И амплитуда движения совершает сама рука, практически не всю функцию на себя берет одна только кисть руки. Если это какие-то короткие участки, то да. А если какие-то более продолговатые, то я стараюсь делать это плечом. И немного подруливая, если можно так выразиться, кистью руки. Там, где мне не нужно совсем светлый нажим, меняю. Где нужно посветлее, делаю нажим побольше. Резинку меняю. У меня их несколько штук подготовленных, заточенных с каждой стороны. И вот прохожу весь участок за участком, ничего не пропуская. Опять же, где у нас будет пересветленное, как и на других участках, как и на других рисунках и портретах. Это все потом можно заштриховать большой кисточкой по размеру, но не заштриховывая сами вот эти вот тоненькие линии, которые оставляет наш ластик. Ну и не заштриховывая также тоненькие линии, которые оставляет кисточка маленького размера. Но в то же время задавая нужную светотень, чтобы все гармонировало между собой и относилось к общему и целому. Ну вот, ластик у нас задал такую фактуру. Явно где-то у нас светлее, чем надо. Это совсем не страшно. Я даже во время работы ластиком практически об этом не задумываюсь. Вот, потому что
практически всегда неизбежен этот этап, когда нам нужно еще подработать кисточкой. Вот что я сейчас и буду делать по каждому локону в отдельности.
Ну вот, наша прическа с волнистыми волосами практически закончена, практически нарисована. Сейчас осталось устранить мелкий недочет, что-то подчеркнуть, что-то наоборот припрятать, устранить недостатки. И все, практически готово. Смотрите, какую большую роль сыграли отдельные волоски, которые вышли за границы нашей прически. Насколько они оживили. Насколько оживила прическу работа ластиком. Как замечательно все получилось. На этом все. Я с вами прощаюсь до следующих уроков. В конце обязательно увидите фотографию законченного рисунка.